Привет, фанаты BTS. Вы когда-нибудь верили, что даже самые крепкие узы могут выдержать любую бурю? Что независимо от того, насколько ярким будет свет или насколько разбитыми будут надежды, любовь между двумя людьми останется нерушимой? Если так, вам, возможно, придется переосмыслить все, что вы думали, что знаете о BTS. Потому что сегодня вечером есть один вопрос, который звучит громче, чем рев толпы на стадионе. Действительно ли Тэхин был причиной того, что сердце Чингука было разбито, душераздирающий момент, запечатленный на камеру, потрясший миллионы? И если так, что это значит для будущего группы, которая определила веру и преданность для целого поколения? Сами кадры трудно смотреть, не чувствуя узел в задней части ребер. На видео Чингук сидит один за кулисами, уткнувшись головой в руки, его плечи сотрясаются от тихих рыданий, которые могли исходить только от истощения или предательства. Дата в углу видео указывает на то, что оно было записано 2 недели назад. В ночь, которая должна была стать празднованием всего, чего BTS достигли вместе. Но чем дольше вы смотрите, тем яснее становится, что что-то не так. И необратимо. Кто держит камеру? Почему Чингук остается один в этом узком коридоре, пока со сцены раздается бис? И самое тревожное из всего, где Тэхин? Человек, который был доверенным лицом Чингука в течение многих лет, его сообщник по смеху и проказам, участник, которого он когда-то называл своей второй половинкой, почему его нет рядом? Вы можете услышать это в голосе Чингука, когда он наконец поднимает голову и говорит. Его слова хриплые, почти слишком тихие, чтобы разобрать из-за гудения вентиляционной системы. Но если вы внимательно прислушаетесь и позволите себе погрузиться в душевную боль, которая заложена в каждом его слоге, вы услышите то, к чему даже развлекательное шоу или глянцевый журнал не смогли бы вас подготовить. Он даже не посмотрел на меня. Он просто ушел. Что могло случиться, чтобы Тэхён? Участник, который всегда был известен своей эмпатией и теплотой, отвернулся в момент столь очевидного горя? Было ли это просто недоразумением? Столкновением эго, подпитываемым давлением славы? Или чем-то более глубоким, разногласием, которое тихо росло между ними задолго до того, как кто-то это осознал? Поклонники долгое время верили, что Чингук и Тэхён разделяют связь, которую никакие конфликты не могут разрушить. С первых дней их стажировки до их мировых триумфов их дружба была столпом мифологии BTS. Вокруг их отношений даже было создано фан-сообщество, анализируя их улыбки, взгляды, шутки, пытаясь убедить себя в их реальности. Но после того, как видео стало вирусным, даже самые преданные фанаты начали спрашивать о чем-то, что казалось почти кощунственным, что, если любовь не всегда была такой, какой мы ее себе представляли. Трудно смотреть видео без ощущения, что мы наблюдаем то, что посторонние не должны были видеть. Изображение Чингука, вытирающего слезы рукавом своего сценического пиджака, было воспроизведено миллионы раз в социальных сетях, и каждый повтор добавлял недоверия и домыслов. И по мере распространения видео вопросы становились все более насущными. Почему никто не вмешался? Почему камеры продолжали работать? И, самое болезненное, почему Тэхён не промолчал? Было ли его молчание стратегией, способом дать скандалу утихнуть? Или это было признанием того, что той ночью была пересечена черта, и пути назад нет? Инсайдеры индустрии шептались, что этот момент стал кульминацией напряженности, которая кипела месяцами. Источники, близкие к руководству BTS, сообщили, что группа громко спорила о направлении своей сольной деятельности. Хотя официальная версия гласила, что все идет гладко, реальность, как сообщается, была гораздо более хаотичной. По словам одного источника, Чингук чувствовал себя обделенным. А Тэхён стал убеждать его, что это не личные нападки. Если сообщения правдивы, то слезы на пленке были не спонтанным извержением, а кульминацией медленно разрастающегося разлома. Но даже это не объясняет глубокую печаль в голосе Чингука. Когда он прошептал «я старался изо всех сил», он звучал не как всемирный кумир, а как молодой человек, у которого закончились способы быть понятым. Что сделало эту запись такой болезненной? Может быть, это потому, что это разрушительно, что слава защищает человека от боли повседневной жизни.
Поклонники долгое время верили, что связь BTS — это убежище, что независимо от того, насколько они заняты, их братство всегда будет рядом, чтобы спасти их. Видеть, как это убежище рушится так буквально, удар по надеждам многих людей. И если их связь может рухнуть, что это значит для будущего BTS? Смогут ли они пережить открытие, что даже их самая знаковая дружба хрупка? Или это начало конца, который никто не осмеливается признать? Тэхён хранил молчание. Некоторые фанаты защищали его, говоря, что он уважает частную жизнь Чингука. Но другие считали его молчание трусостью, отказом столкнуться с последствиями своих действий. И, может быть, потому, что фанаты так сильно любят BTS, многие так сильно хотят верить, что все еще есть правдоподобное объяснение. Может быть, Тэхёну позвонил менеджмент. Может быть, он не знал, насколько опустошен Чингук. Может быть, видео было смонтировано, чтобы преувеличить расстояние между ними. Но чем дольше длится молчание, тем сложнее отрицать то, что мы видели. Что, если это был не просто инцидент, а симптом более глубокого распада, трещины, скрытой под прожекторами и большой сценой? Как долго они это скрывали? Сколько моментов личного отчаяния было погребено под слоями пиара и кураторского контента? В социальных сетях хэштеги вроде «решетка Протицтюнкак» и «решетка Иристая Юнг» стали трендами по всему миру. Все они были криками об ответах, которые, возможно, никогда не появятся. Теории фанатов были многочисленны, от почти заговорщических до душераздирающих. Ему просто нужен был друг. А его друга не было рядом. Возможно, самая болезненная правда, самая простая, тяжесть славы в конечном итоге разрушает даже самые, казалось бы, нерушимые связи. BTS вынесли непревзойденное бремя, как артисты, моральные ориентиры, символы дружбы и силы. Стоит ли удивляться, что давление этого давления в конечном итоге начинает разрывать то, что им дороже всего? Что происходит, когда они вынуждены стоять вместе на сцене и притворяться, что все в порядке? Будет ли когда-нибудь настоящее примирение? Или это просто демонстрация единства, призванная угодить публике? Эта трагедия касается не только уязвимости BTS, она касается всех нас. Той части нас, которая хочет верить, что безусловная любовь действительно существует. Видя, как эта сказка рушится на наших глазах, мы осознали, даже самая прекрасная любовь может дать трещину. Но даже пока циркулируют кадры, часть сердец фанатов все еще лелеет надежду. Может быть, будет объяснение. Может быть, извинение. Может быть, это станет ступенькой к более крепкой связи между Чингуком и Тэхёном. Но пока эти ответы не будут получены, остается только один вопрос. Действительно ли виноват Тэхин? И если он действительно виноват, BTS все еще те же?